Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать ту самую столовую для бомжей, как мы ее называем, русские, да? На самом деле это столовая для малоимущих. Ну и заодно пройдем через различные закоулки, различные бедные районы города Эйлата. Покажу вам, как живут обычные люди, да, там, где нету небоскребов, там, где вот живут обычные люди, которые вас обслуживают в отелях. Ну вот здесь видна велоразметка, сторона, которая асфальтированная, вот это вот, это велодорожка. Сторона, которая выложена плиткой, здесь должны ходить пешеходы. Сейчас уже почти 1 ноября, погода отличная, жарко. Ну и сворачиваем с улицы, идем в закоулки. В таких домах живут люди, между дворами такие проходы. Ну, в основном все машины здесь вот в таком состоянии, они всегда пыльные, со всех сторон ломаные. Никто за этим не следит, потому что для техосмотра это не имеет значения. На техосмотре здесь, кстати говоря, проверяют только тормозную систему, колеса, протекторы, чтобы были нормальные, поэтому всегда все указывают в объявлениях, что они ставят новую резину и, по-моему, аккумулятор. Все остальное здесь вообще по барабану. Если там в Беларуси у нас все сразу плачут, если на машине какая-то царапина появилась, лакокрасочное покрытие кто-то испортил, да, испортил машину, то здесь всем все равно, бамперами друг в друга упираются и ничего страшного. Из-за того, что здесь все в горах, получается, вот здесь, допустим, это дома стоят, а вот это уже крыша другого чего-то дома. Настолько большие перепады высот. Ну, в данном случае это крыша магазина получилась. Так, сейчас перейдем дорогу. Кстати говоря, водители здесь никогда не включают поворотники, они просто ездят. Ездят, как им нравится, без поворотников. Да, и, кстати, в Эйлате очень мало светофоров. Здесь вместо них делают круговые развязки, да. Это перекрестки с круговым движением, как у нас называется. И водители уже сами должны решить, как им объезжать по кругу. Светофоров нет. Возможно, это даже и безопаснее, не знаю. Ну и плюс это снижает скорость движения машин, потому что приходится перед кругом притормаживать. Напрямую не проскочишь, как у нас. Многие любят на красный свет проскакивать дорогу. Здесь так не получится. Вот видите, это все старые дома. Старая застройка. Здесь живут далеко не самые богатые люди, да. Понятно уже. Ну, кто-то вот ремонт делает. Крыльцо хотят облицевать искусственным камнем. Вон там вдали видны горы, это уже Иордания на той стороне, город Акаба, ну и Акабский залив, там где Красное море.
Кстати говоря, сегодня я был у парикмахера, постригся, сделал такую прическу, как обычно. И женщина, ну, русская женщина, была очень сильно напугана всеми этими вакцинами. Рассказывала мне прям, как здесь в Израиле люди якобы прям падают от вакцины. Там какая-то девушка упала, и водитель в автобусе сидел и упал. Говорит, у всех отключается сердце, там на сердце очень влияет. И хочу по опыту сказать, я прошел вакцинацию в начале Беларуси. Машина сильно гудит. Прошел вакцинацию в Беларуси, вакцину прошел спутником, спутник Ви, 2 вакцины сделал. Чувствовал себя нормально, у меня даже плечо не болело, никаких побочных эффектов не было вообще. Первая вакцина я вообще решил, что у меня какую-то водичку вкололи, да. Вторая вакцина была более такая мощная какая-то, потому что поднялась температура, но в принципе оно прошло очень быстро. Здесь спутник Ви не признается, поэтому пришлось пойти и сделать вакцину еще Модерну. И вот от Модерны стало мне действительно плохо, ребятки. Так, здесь низкое дерево. Удачно преодолели. От вакцины Модерны мне стало действительно плохо. Во-первых, у меня жутко болело плечо, как будто каким-то молотком в него ударили. Очень сильно болело, от спутника такого не было, я по опыту говорю. Вот, и целых 2 дня держалась температура 38-39. Такая сильная, что с кровати было встать очень сложно, это раз. Во-вторых, сердце даже прихватило, и я подумал вначале, ну, я ночью проснулся от того, что сердце болит, я подумал вначале, что, возможно, это из-за того, что на левом боку спал, с чего это сердце болит. Но вот сегодня, когда был в парикмахерской, и парикмахерша рассказывала, как ее друзья делали вакцины, у всех, говорит, болит сердце. Так что Модерна очень жесткая такая. Хотела сделать Pfizer, но Pfizer не было. То же самое, как я хотел сделать Sinopharm Беларуси китайский, но его не было. Здесь я хотел сделать Pfizer, но его тоже не было, и сделали Модерну. Жуткая вещь. И делать вторую Модерну как-то уже очень не хочется. Потому что еле пережил первую Модерну, которая, по сути, для меня уже 3-я вакцина, да, но спутник Ви здесь не признается. Да, скоро мы уже дойдем, сейчас свернем еще в один закоулок. Это я так по дороге немного отвлекся, рассказал вам такую историю. Размеры знаков дорожных, кстати, здесь отличаются. Они меньшего размера, не такие, как у нас в Беларуси. Ну, многие ездят на Маздах. Здесь, кстати, кто-то, наверное, побогаче живет, даже 2-й этаж у них есть такой частный домик. Там дальше расположена старая пожарная часть. Ну, а рядом с ней emergency, это скорая медицинская помощь. Ну, вот оттуда очень часто автомобили выезжают с мигалками, куда-то несутся. Ну, естественно, многие говорят, что это все ковидные умирают от вакцины. Вот. Ну, то здесь очень в Израиле все помешаны на этих вакцинах. Кто-то делает, кто-то их не делает. В Беларуси, допустим, у нас как-то с этим все в порядке. Кстати, это вот зеленые, это такие мусорные контейнеры здесь. Ну, есть вот такие. Это для раздельного сбора мусора, да, там пластик, бумага. Это для обычного мусора. Вот. Когда-нибудь в Беларуси, думаю, к этому придут. Мусор, конечно же, надо собирать раздельно. Вон у кого-то жук Volkswagen. А вот это через дорогу и есть та самая пожарная часть. Ребята везет с работы, целый день ничего не делают.
ждут, когда где-нибудь начнется пожар. Но пожаров тут, наверное, не бывает. По крайней мере, я их ни разу не видел. Ни дыма, ничего. Заворачиваем в еще один закоулок. Мы уже практически на месте. Ну, опять машина вся потерта. Здесь у всех добитые машины по внешнему виду. Они могут быть новые, но всегда все потерты. Тут вон еще одной вмятина. Здесь всем надо плевать. Главное, чтобы ездила и тормозила. К внешнему виду они внимания не уделяют. Но, кстати, что я заметил, если 2 года назад в Израиле было очень мало Тесел, автомобилей, Тесла, электрокаров, да, сейчас их довольно-таки много. Это не может не радовать. Мне самому нравятся Теслы. И как бы я обеими руками за то, чтобы люди переходили на электромобили, не загрязняли природу. Вот. А с израильскими зарплатами было вообще удивительно, почему их не было еще 2 года назад. Ну, а теперь они, наверное, сообразили. Вот. И потихоньку пересаживаются. Вот, кстати, этот Бейт Рафаэль. Это здание надо обойти по кругу. Это и есть та столовая. Только это черный вход. Сейчас обойдем по кругу. Возьмем еду. Вон там за моей спиной находится вход. Пока еще закрыто, как видно. Ну, там есть очередь из чернокожих и белых людей. В общем, все, как я и говорил. Послушайте, на заднем плане слышны русские голоса, русские речи, какие-то русские разговоры, что-то они там шутят. Ничто так не томит, как длительное ожидание. Мы уже ждем полчаса. Ребят, ну никогда такого не было, прошел уже час. Кто-то не выдерживает и думает, да ну его нафиг, сколько можно ждать? Он один, кто-то уехал, еще один пешком решил уйти. А вот и Тесла, кому-то не до наших проблем, да, ребятки. Классная тачка, конечно. Друзья, ну вот и все, я забрал свой пакет. Сейчас пойдем домой, там распакуем, посмотрим, что нам сегодня дали. Кстати говоря, вот посмотрите на бедные дома. Вот так вот многие живут в таких вот стрёмных домиках. Их называют дома на ножках, но по-правильному это, скорее всего, дома на колоннах. То вот раньше строили такие дома в 3 этажа всего. Да. Ну, здесь живут в основном бедные люди, да, обычные работяги. И вот в одном из похожих домов снимаю квартиру я. Квартира находится вообще на 4-м этаже. Это пристройка, чердак. Сделаю видео, покажу, как там все выглядит внутри. Ну, это самое дешевое жилье. Если вы приехали сюда именно подзаработать, накопить денег, то, в принципе, вариант нормальный. Внутри там все равно никакой не бомжатник. Алкашей нету, наркоманов нету. Но если сравнивать с современным комфортным жильем, то, конечно же, здесь условия попроще. Ну, я вам хотел показать все по-честному, да, как здесь живут. Потом отправимся с вами, ну, так сказать, Беверли-Хиллз, да, там, где район именно богатых людей. Там посмотрите, как живут богатые люди. Но пройдемся и по таким вот райончикам, чтобы иметь объективную картину, как люди живут по-разному. Решил заодно и на обратном пути показать вам тоже эти русские районы бедные. Не знаю, из-за чего они бедные, из-за того, что тут живут русские, или русские тут живут, потому что они такие бедные. Но вот этот двор прям очень похож на наши какие-то хрущевки. О, котик. Молодец, отдыхает.
Ну, район очень похож, какой-то темный такой тоже, да, какие-то дома как панельные. Ребят, кстати, был бы очень признателен, если подпишетесь на канал. Все-таки я тут хожу по всяким закоулкам, показываю вам интересные места. Вон тут, видите, растут кактусы вместо роз. Вон там справа, видите, дом с такой скатной, с крышей. Треугольная крыша вот эта. Это и есть вот эти чердачные этажи, пристройки, так сказать, незаконно, а может они их узаконили в свое время. В общем, это дополнительные квартиры, которые тоже сдаются для людей. Вот и пришло время распаковочки. В первом пакете у нас пита. Пита — это такая булка, внутри которой пустота, и туда можно мясо запихивать. Это нарезанные груши. И есть еще 3 бокса. В первом боксе у нас рис с кукурузой. Ну, довольно нормальный гарнир. Взял, разогрел и готово. Во втором боксе у нас рис с мясом. Ну, тоже нормально. Можно сказать, готовое блюдо. А в третьем боксике у нас мясо на косточке. Такое тушеное или тушеное. Очень классно. Кстати, и пахнет вкусно, и выглядит аппетитно. Ну вот и все. Подписывайтесь на канал. Думаю, в будущем будет еще много всего интересного.